Сегодня мы рассмотрим две темы: падение напряжения и основные свойства источников тока. Начнем с темы падения напряжения. Мы уже знаем, что если на концах сопротивления имеется определенное напряжение, то через сопротивление протечет ток, величина которого определяется законом Ома. Это явление можно толковать и обратно. Если через сопротивление протекает электрический ток, то на его концах образуется падение напряжения, то есть разность потенциалов, величина которого определяется законом Ома. На рисунке показано сопротивление R, через которое протекает ток величиной I. В этом случае на концах сопротивления образуется падение напряжения U, которое можно измерить вольтметром. Необходимо запомнить, что конец сопротивления, через который ток входит, положительный, то есть имеет более высокий потенциал, по сравнению с другим концом, через который ток выходит. На рисунке это обозначено знаками плюс и минус, где плюс соответствует точке с более высоким потенциалом. Рассмотрим пример. Найти падение напряжения на концах сопротивления R равного 15 кОм, если через него протекает ток величиной 2 мА. Падение напряжения можно найти по закону Ома. Напряжение равно ток, умноженное на сопротивление, равно 0,002 ампера умножить на 15 тысяч Ом, получается 30 вольт. Если будет два или больше сопротивлений, понятия высокий и низкий потенциалы относительны. На рисунке видно, что в точке 2 будет ниже потенциал по сравнению с точкой 1 и выше по сравнению с точкой 3. Общее же напряжение равно сумме их падений, то есть U равно U1 плюс U2. Пример. Найти падение напряжения в точках 1 и 3, если падение напряжения на R1 10 вольт, а на R2 5 вольт. Согласно формуле U равно U1 плюс U2 пишем U1 3 равно U1 плюс U2, получается 10 плюс 5 и получается 15 вольт. А теперь рассмотрим тему основные свойства источников тока. Каждый источник тока, батарея, аккумулятор, выпрямитель и прочее можно охарактеризовать двумя величинами: электродвижущей силой, которая обычно обозначается буквой Е и сокращенно пишется ЭДС и измеряется в вольтах, и внутренним сопротивлением РИ, которое измеряется в омах. Можно сказать, что ЭДС это есть напряжение, которое существует между полюсами источника тока в разомкнутой цепи, то есть при отсутствии потребления. Практически ЭДС можно измерить высокоомным вольтметром. Так называются вольтметры, по которым во время измерения протекает ничтожно малый ток. Таковы ламповые вольтметры, вольтметры на полевых транзисторах и современные электронные вольтметры. Другая важная величина, характеризующая любой источник, его внутреннее сопротивление. Оно зависит от конструкции прибора, а в батареях и аккумуляторах обуславливается степенью разряда. Чем меньше внутреннее сопротивление источника тока, тем он лучше, потому что от него можно потреблять больший ток. На основании вышесказанного на рисунке 4.6а плоская батарейка представлена условно ее АДС-Е, равной 4,5 вольта, и ее внутренним сопротивлением РИ, которое у новой батарейки равно от 1 до 10 Ом. Когда батарейка разряжена, ЭДС уменьшается примерно на 4 вольта, а внутреннее сопротивление увеличивается до 100-500 Ом. На рисунке 4Б представлен условно автомобильный аккумулятор со своей АДС и своим внутренним сопротивлением. Обратите внимание, что аккумуляторы имеют очень малое внутреннее сопротивление, благодаря чему от них можно получать
очень большой ток, например 50, 100 и более ампер. Заряженные аккумуляторы имеют чаще всего внутреннее сопротивление Ри равное 0,1 Ома, в то время как в разряженном аккумуляторе внутреннее сопротивление увеличивается до 0,5 Ома.